Тум-тум. Всем привет! Сейчас покажу, что нарисовали на Паламе в эту поездку. Я сегодня еще не успел уснуть, но, в общем, будет немного сумбурно. Ну, сумбурно и, наверное, коротко. В общем, тут не все работы, прям не все работы. Начну с работ Олеси. У нее крутые работы по маслу, прям суперские. И она сделала, по-моему, 7 работ и еще плюс сколько-то. То есть некоторые уже запакованы, остались здесь только 2. Прям цвет огонь. Круто. Вон там превосходные акварели Натальи Ярощук. Это вообще восторг. Мне дико нравится. Я собираюсь, не знаю как, перенять эту технику. И она делала мне некоторые мастер-классы. Ссылки на ее мастер-классы я оставлю под видео. Поэтому переходите, подписывайтесь и тоже перенимайте ее технику, потому что это прям того стоит. Я не знаю, что это за бумажка, но я думаю, непростая бумажка. Это вот такие вот акварели небольшого размера и небольшие зарисовки. Так, сейчас покажу. Вот такое. Это, по-моему, это она делала перьевой ручкой. Наверное, думаю, лами. Скорее всего. Такая зарисовка. Так, поближе, подальше. Характерное размытие Паркера чернил. Когда работает... О, блин, как я торможу, а? Ладно. И смесь, видимо, графита и тоже чернил. Ну, в общем, я думаю, можно задавать вопросы Наташе. В общем, ссылки я внизу помещу, да. Торможу невероятно, ну, потому что и хронический недосып, и еще не успел поспать. Какой симпатичный, пузатенький микроавтобус. Все вместе выглядит вот так. Большой формат. В подробностях сейчас пройдусь. Вот это дерево мне дико нравится. Такие пум-пум-пум-пум-пум. Валам просыпается, начинают ездить машинки. И в деталях так. Тык-дык, 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 тык-дык. С такими оттенками. Круто. Смотрите, как обобщенно выглядят человечки. Обобщенно, но прям абсолютно достоверно. Вот это. Нет, сюда я еще ходил. Но я еще покажу. Еще раз тех покажу. Сейчас покажу еще одну работу. Вот она в целом. Это внутренний двор основного храма, как я понимаю. Но опять же лучше у нее спросить. Как шикарно, а? Сочетание. Тончайшие, блин, оттенки теплого, холодного и яркий, теплый. Тут кусочки огня. Прям супер. Нереально круто. Все дико обобщенно. И очень материально и достоверно, что ли. В общем, вот ссылки на ее мастер-классы под этим видео. Смотрите. Чтобы научиться так рисовать, это к ней. Я тоже понемножку стараюсь перенимать. К счастью, мне вживую удалось
что-то у нее узнать. И вот еще посмотрим сюда, прямо на детальки, как крест сделан. Супер же. И тут вот эти особенно штуки. Балдеж. Человечек. О, я в своих работах забыл подписаться. Спереди что-то нужно подписаться. Вот. Это птички. Так. А вон там мои работы. Тут работы девушек, а вон там мои. Пойду к моим. Это... Так, что это? Это часовня Вознесения на горе Элеон, если ничего не путаю. И тут информация о нее, про нее. Моя типичная графика. Вот она. Намного более сухая, конечно, по отношению к тому, что рисовали девушки. Колонны, оконные проемы. Но я думаю, вы все узнаете мой стиль. Немного информации про то, что представляет из себя эта часовня, что использовано в ее строительстве, и какая-то культурная информация. Почему так? Почему именно так? Часть карандаша не стерта. Это часовня Вознесения Господня на горе Элеон. Это Каневский скит. Тут есть немножко его карты. Игуменское озеро. Еще одно озеро я сейчас не произнесу. И информация. Архитектор. Когда, что, почему. Что было драматичного. И детали графики. Вот такие. Это сепия, это чернилки Winsor Newton и размытие чернил с помощью аквабраш. Так, теперь вот это. Мне очень понравилась эта часовня. Она прям такая построена в духе и букве того, что делали в Кижах. Я смотрел и балдел, потому что прошлое лето я делал большой проект, который посвящен деревянному строительству традиционному, которое соответствует тому, что делали в Кижах. И я очень удивился, насколько круто и качественно это было сделано. Все. И опять же информация про икону Божьей Матери Тихвинскую. Это часовня Тихвинской иконы Божьей Матери. Вот она. И опять же моя графика. Начал приносить, делал эксперименты. Посередине цвет, допустим, снаружи черно-белое, и цвет еще выходит немножко наружу. В общем, экспериментирую. Вот такой. Это 3 и еще 2. Вот. Это часовня Германа Аляскинского на Германовском поле, рядом с вертолетной площадкой. Это
Это святой, который считается покровителем Америки, покровителем православных Америки. Архитектор Юрий Кирс. И информация, опять же, про него. И вместе выглядит вот так. Часовня Ксении Петербургской. Она как раз видна даже от причала, когда приезжаешь сюда на Валаам. Видна вот эта вот часовня. Вот детали. Тын-тын. Все сепия, все размытие чернил. Вот здесь все, соответственно, графика. Проект часовни, кто архитектор, когда освещена и другая информация. Вот. Вся выставка и выставочное пространство выглядит примерно так. В чем мы работали вот эту неделю. Это мое колесико, да. Очень помогло здесь, невероятно помогло. Так покатался. Супер. На Валааме с колесом. Просто огонь. Вот еще покажу в этих немножко в загашниках. Там остались мои наброски, которые я не доделал. Сейчас посмотрим. Это начатый и недоделанный Авраамевский скит. Вот он. Это тоже начатая и недоделанная часовня Сергея Радонежского. Деревянная. Похоже вот на эту. На часовню Тихвинской иконы Божьей Матери. Один стиль, одна традиция. Тут тоже и расположение, где по отношению к центральной усадьбе Валаамской на дороге она расположена. Такая графика моя. Это один из набросков часовни Ксении Петербургской. А вон там он доработанный. Так. Нет, не здесь. Где? Вот. Точно. Вот он доработанный. А вот он тренировочный эскиз. Тут что-то непонятное. Тут тоже совсем не доработано. И, наверное, другой стиль нужно. В общем, я начал с таких подходов, потом пришел к такому стилю. В общем, вот. В общем, так мы порисовали, поездили, попутешествовали, поизучали Валаам. И это было весело и круто. Спасибо Наташе Ярощук, что вписала в эту веселую историю и прекрасную. В общем, ее мастер-классы и ее волшебная графика. По ссылке в описании к этому видео переходите, подписывайтесь на нее. А мои уроки тоже по ссылке в описании в этом видео. В общем, берите, перенимайте и используйте. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао, пока.